Я нахожусь на Крыстова гора в Болгарии, всего в 65 километров от Пловдива. Какая связь между этим местом, Иерусалимом и Вангой, попробуем разобраться в этом видео. Привет! Вы на канале «За чашкой кофе». Начнем. Я не раз говорила, что именно в горах и именно в Родопах я чувствую какой-то мистицизм, какой-то магнетизм, место, где я просто заряжаюсь колоссальной энергией. Оно всегда меня удивляет, оно всегда восхищает. И меня постоянно преследует чувство таинства. И это неудивительно, ведь столько легенд окутывают данные места. Съемка из данного места оказалась вот такая. Обнаружила я это только по возвращению домой, когда приступила к монтажу. Многие кадры невозможно было перемонтировать, поэтому собрала я это видео из того, что было возможно спасти. Вот и не верь после этого в мистику. Крыстова гора находится в 65 километров от Пловдива, но добираться до нее примерно 1:45 по горному серпантину. Потрясающая природа не оставит никого равнодушным. Гора находится на 1545 метров над уровнем моря. Воздух здесь просто хрустальный. Дорога довольно удобная. Из Пловдива вы едете в сторону Асеновграда, а затем сворачиваете в сторону Бачковского монастыря по дороге на Смолин. Видео про Асеневу крепость, Бачковский монастырь и Смолин есть у меня на канале, и вы сможете увидеть их после этого видео. А пока я решила чуть побольше оставить вам видео с дорогой, потому что она просто необыкновенной красоты. Посмотрите эту природу, посмотрите эти горы Родопи. А добравшись до места, вас ждет большая парковка, ресторанчик и пару сувенирных магазинчиков. Каждый год 14 сентября тысячи людей собираются в этом месте, чтобы отметить воздвижение Святого Креста. Люди верят, что именно в этом месте Иисус Христос сошел на землю, чтобы помочь нуждающимся. Чтобы собрать все нити воедино, к названию этого видео расскажу несколько легенд о данном месте. Крыстова гора – район с сильной энергетикой и включает в себя церковь Святая Троица или покров Богородицы, а сбоку находится аллея, на которой расположены небольшие живописные часовенки, посвященные каждому из 12 апостолов. Если вы хотите взглянуть, церковь и часовни открыты с понедельника по воскресенье с 7 утра до 7 вечера. После посещения главного храма, хранящего тайну прошлого и легенды,
Если пойти направо мимо красивого леса, вы увидите каменную тропу. Шаг за шагом она приведет вас к небольшим часовенкам каждого из 12 апостолов. В каждой часовне есть книга, в которой можно написать пожелания о здоровье и благополучии. Тропа ведет на вершину, где стоит крест. Он символизирует распятие Христа, пытки и боль, святость и силу. Это место несет в себе необъяснимую, нетронутую, чистую энергетику. Говорят, что на этом Родопском холме был закопан кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Крест обладает такой мощной энергетикой, что достаточно только прийти на эту гору для того, чтобы избавиться от недуга. Где именно закопан крест, никто не знает. А как он вообще попал из Иерусалима в Болгарию? Одна из легенд гласит, что Елена, мать императора Константина, заказала постройку храма на горе Голгофа в Иерусалиме, и при строительстве был найден тот самый крест. Крест наделил их огромной силой, и поэтому сегодня мы знаем их как святая Елена и святой Константин. Конечно, когда обладаешь такой силой, благодаря ценной вещи, то за этой вещью начинается охота. И тогда крест якобы был разделен на 3 части. Одна часть была спрятана в Риме, вторая в Константинополе, а третья осталась в Иерусалиме. И вот в каком-то отрезке исторического времени кусочек креста, который был в Иерусалиме, попадает к Салахаддину, который являлся предводителем арабского народа. Кусочек креста в Риме был потерян при нападках варваров, а кусочек в Константинополе хранился в сокровищнице очередного султана. До 1677 года исторически засвидетельствована тенденция русских царей посылать послов ко двору султана в Стамбул, чтобы завоевать его дружбу. Так русский царь отправил к султану гонцов с богатыми дарами, выпросив в обмен часть деревянного креста. Мать султана, узнав об этом, рассказала султану, что теперь он не будет обладать прежней мощью и силой. И тогда султан отправил людей за русскими гонцами, приказав вернуть крест. Но гонцы предвидели такой вариант, и обратный путь домой выбрали идти другой дорогой, через Родопы. Там они встретили монастырь. Передали кусочек креста монахам и продолжили свой путь в Россию. Монахи спрятали кусочек креста, так как подверглись нападению турок. Царь Борис III, узнав вышеизложенную историю, увидел сон, в котором ему было показано, что ему следует с этим сделать. Так он построил крест из меди и золота весом в 66 килограмм, то есть вдвое старше Христа. И 1 мая 1936 года крест поместили на Крестова гора. В 1994 году крест, подаренный царем Борисом III, похитили злоумышленники. И тогда люди обратились к Ванге. Много знаем про Вангу. И знаем про ее талант и ее дар ясновидения, предсказательницы. Баба Ванга сказала, что великое зло постигнет семью воров, если они не вернут крест. И пророчества Ванги сбылись. Через 7 месяцев крест был найден в лесу. Оказалось, что крест был украден 3 братьями. 2 из них умерли, а 3, что остался в живых, выбросил крест в лесу, где его обнаружил пастух. Тогда-то крест снова был восстановлен к празднику 14 сентября. Найденный крест поместили в вновь построенный храм, а на месте старого отлили новый крест из нержавеющей стали весом 99 килограмм, то есть 3 раза старше Христа. Существует еще легенда о том, как был открыт святой источник монастыря. Во время освящения креста в 1936 году появился белый голубь,
приземлился на чашу со святой водой и улетел. Люди посчитали это знаком и последовали за ним. Голубь приземлился на скальные валуны. Люди начали расчищать это место, и оттуда хлынула вода. Именно тут был построен второй металлический крест и часовня, расположенная в 320 метрах к западу от центральной части и Свято-Троицкой церкви. Еще существует поверье, что если оставить вещи на кресте, то они заряжаются волшебной силой и энергией. Считается, что крест помогает избавить людей от боли и страданий, а многие семьи, оставшись без детей, молят о ребенке, и происходит чудо. Бог спускается и благословляет их. Некоторые из посетивших храм видели большой светящийся крест над церковью, а другие слышали песни и шаги 12 монахов, обезглавленных в 17 веке из-за силы веры и отказа отречься от нее. А некоторые люди после литургии с 13 на 14 сентября на небе видели образ всего Иерусалима из сияющих звезд. Верить или нет во все эти легенды и поверья – это дело лично ваше. Но то, что у меня случилось с записями видео – это неоспоримый факт, ведь я не трогала настройки во время записи. Крыстова гора считается болгарским Иерусалимом, и если вы еще тут не были, то его стоит однозначно посетить. Переночевать можно прямо здесь или в гостевых домах в селе Борово. Это недалеко, чуть ниже верхушки горы. Цены довольно демократичные, а родопское гостеприимство не оставит никого равнодушным. А на обратном пути мы увидели вот такое чудо озера и не смогли удержаться и, конечно же, спустились к нему поближе. Lies the truth about us. Things time will tell, we might never know. We'll be gone before it all begins. Вот такая история. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями. А на этом все. Пока-пока.